Художественные произведения жанра научной фантастики, как, впрочем, и другие продукты поп-культуры, уже давно не являются просто развлечением для миллионов людей по всему миру, они являются источником вдохновения. И не мудрено, что тысячи людей по всему миру вдохновились в детстве фильмами «Назад в будущее», «Звездные войны» или аниме «Призрак в доспехах», пошли в науку с целью воплотить детскую мечту о своем собственном световом мече в жизнь. Вы на канале, где не просто рассказывают о поп-культуре. Здесь мы рассказываем о том, как она формирует нашу реальность в будущем. И именно о таких 6 фантастических технологиях сегодня пойдет речь. Заваривайте любимые напитки, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Слепота в 21 веке может исчезнуть полностью из нашего мира, не говоря уже о том, что частично восстановить зрение при помощи глазных имплантов возможно уже сейчас. Конечно, на данный момент, к большому сожалению, эти технологии еще не приобрели столь массовый характер, как бионические протезы. Однако активные разработки по созданию имплантов глаз ведутся по всему миру. Некоторые из них уже тестируются в Европе и проходят клинические испытания. Это то, что касается незрячих. А что насчет прокачки зрения для обычных людей, спросите вы? И тут все не стоит на месте. Множество компаний ведет активные разработки AR-линз для массового потребителя. Дополненная реальность становится все меньше и меньше, а Apple со своим Apple Vision уже начинает казаться безнадежно устаревшей. Двигаемся дальше и переходим от робоглаз к летающим мотоциклам. Да, именно, самый настоящий ховербайк из «Звездных войн». И нет, это не просто квадрокоптер с 4 пропеллерами, а реальный ховербайк, прямо как в 5-м эпизоде. Польский стартап Fallout недавно представил Airbike, одноместный ховербайк с реактивной тягой, способный развивать скорость до 200 км в час. Устройство выполнено из углеродного волокна, что делает его в 7 раз легче обычного мотоцикла, и оснащено системой стабилизации полета, обеспечивающей автоматическое зависание и упрощенное управление. Продемонстрировали его, кстати, 4 мая, во Всемирный день Звездных войн. Еще пара лет, и, возможно, именно такие будут летать по улицам некоторых городов. От летающих мотоциклов переключаемся на тех, кто уничтожит человечество. Я, конечно же, говорю о роботах. И здесь, я думаю, ни для кого не станет открытием факт того, что десятки компаний не просто разрабатывают роботов, они уже наладили серийное производство и год за годом наращивают темп и интеграцию этих самых роботов в нашу с вами повседневную жизнь. Производится более 500 000 штук в год по всему миру. Вы только вдумайтесь. 500 000 роботов каждый год. Уже страшно? Уже к 2027 году по всему миру на множестве работ, например, на заводах, в больницах или на складах, будут использоваться человекоподобные роботы. Интересно, а к какому году их производство и ремонт подешевеют достаточно, чтобы полноценно заменить человека? Пишите в комментариях, как вы считаете, долго ли еще мясные фрезеровщики на заводах будут актуальны, или уже в недалеком будущем их заменят человекоподобные роботы-бендеры. А от тех, кто уничтожит человечество, мы плавно переходим к тому, что поможет будущим людям вести войну с машинами. Я говорю об экзоскелетах, и здесь ситуация похожа на ту, что происходит с роботами. Рынок экзоскелетов существует уже не первый год. Для наглядности, объем рынка в 2024 году составил 1 миллиард 300 миллионов долларов. К 2030 году прогнозируется рост рынка аж до 30 миллиардов долларов. И в отличие от человекоподобных роботов, купить которых все еще не так-то просто, по крайней мере для обычного человека, экзоскелет можешь позволить себе даже ты. Да-да, ты, который смотрит это видео. Кстати, не забудь влепить лайк, а я пока расскажу, где его можно купить и сколько он стоит. Самый дешевый экзоскелет из всех существующих – это швейцарский AUX EVA Lift Suit. Tекстильный экзоскелет для поддержания осанки и подъема легких грузов. Проще говоря, тот самый экзоскелет, применение которому реально найти в быту. Стоит такой 1200 евро и продается на официальном сайте компании, производящей его. Ну и разумеется, есть огромное количество экзоскелетов, применяемых не только в быту. Существуют как экзоскелеты, разработанные для военных, по типу тех, что помогают таскать на себе большое количество груза и преодолевать большие расстояния с меньшим усилием, так и экзоскелеты, созданные для восстановления, реабилитации и возвращающим людям, утратившим подвижность ног, возможность снова ходить. Вот и подобрались к самому сладкому.
Тут, кстати, я не смог решить, что интереснее, световой меч или костюм Железного Человека. Так что начнем, пожалуй, с костюма. Хоть по отдельности технологии из костюма Железного Человека уже в какой-то степени реальны, полноценного костюма, разработанного какой-нибудь Boston Dynamics, все еще не существует. Однако не только в крупных компаниях работают люди, мечтавшие воплотить в жизнь когда-то увиденное ими в кино. И потому я вам представляю Алексея Буркана, также известного как русский Тони Старк. Этот человек смог воплотить в жизнь мечту и разработал полноценный рабочий прототип того самого костюма Железного Человека из фильма 2008 года. Вам наверняка дико интересно, что же из себя представляет его костюм. Так, у него есть экзоскелет, усиливающий физические возможности пользователя. Имитация реактора, но не является настоящим источником энергии. И, конечно же, плазменные репульсоры создают визуальный эффект, напоминающий оружие из фильмов, но, к сожалению, все еще не обладающие нужной боевой мощью. Увы и ах, русский Тони Старк еще не скоро начнет спасать мир. Но пока вы можете во всех подробностях понаблюдать за тем, как вершится история. Ведь у Алексея есть свой YouTube канал, где он во всех подробностях рассказывает о своем проекте мечты. Думаю, вы уже догадались, о чем пойдет речь сейчас. Самый запоминающийся символ некогда любимой всеми франшизы. Дамы и господа, представляю вам световой меч. Когда-то он казался недосягаемой технологией из далекой-далекой галактики, но сегодня это та реальность, в которой мы с вами живем. Ютубер Джеймс Хобсон создал прототип плазменного светового меча. Работает он на жидком пропане и кислороде, а температура его пламени достигает 4000 градусов Цельсия. Он может резать металл, но, к сожалению, требует мощный топливный баллон на спине. Кстати, Алексей Буркан тоже создавал прототип своего светового меча. Правда, законы физики в далекой-далекой галактике, судя по всему, отличаются от нашей, потому что, увы, законы физики, действующие у нас, к сожалению, не позволяют создать световой меч, полностью идентичный тому, что мы видели в фильмах. Хотя, как знать, возможно, когда-нибудь энтузиасты, вдохновленные поп-культурой, таки воплотят в жизнь и эту идею один в один, прямо как в «Звездных войнах». Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь, дабы не пропустить новые видосы о том, как поп-культура сегодня формирует наш мир в будущем. И да пребудет с вами сила.